Привет, друзья! В первой серии 4-го сезона мы добрались до третьей очереди строительства ЧС, исследовали ангар мародеров, 5-й энергоблок внутри и снаружи, и в конце залезли на крышу, чтобы насладиться видами, но быстро оттуда убежали, увидев уровень радиации. А в этой серии мы продолжим гулять по острову третьей очереди. Тебя понял. Первый спускается, я на фишке. Жду сигнала от первого, потом я пойду какую. Третий. Начинаю спускаться. Все чисто. Тебя понял. Я второй. Начал спуск. Прием. Уточни, где именно видел буханочку, с какой стороны. Валера спускается третьим. Увидел с крыши возле желтого рафика. Остова желтого рафика, возле которого мы проходили. Увидел буханку. Буханка — это, скорее всего, менты. Может быть, за нами. Бобр, что думаешь, за нами? 50 на 50. Что делать будем? Ждать. Здесь? Да. Третий слушаю. Третий, я второй. Жду 5 минут. Если буханка не появляется, дам сигнал, буду спускаться, как понял, прием. По поводу радиации. Спустились на один пролет ниже, и практически фон не превышен. Чуть-чуть. В 2 раза. По сравнению с тем, как фонило на крыше, можно сказать, что здесь можно жить. Валера только что сообщил, что буханка уехала. Тут 3 варианта. Либо это были менты, они никого не нашли и уехали, либо они оставили там засаду, либо это была экскурсия. В любом случае, плюс в том, что нам уходить в противоположную сторону. Сейчас попробуем по-тихому слинять. Зеленая буханка. Когда я дал первый сеанс связи, она заехала. Именно буханка, не Мерседес? Буханка. Я Советская. просто видел зеленый Мерс. Она повернула возле рафика желтого туда. В сторону склада там гулял. Да, завернула туда, то есть огибала большой экран. Потом, когда я вышел второй раз на связь, она выехала туда в направлении, скрылась за изгибом дороги. Мы спустились, и вот к ангару, который возле большого крана, подъехала какая-то большая грузовая машина. Это вот то, о чем я говорил, что третья очередь очень даже обитаемая, особенно в будние дни. Сегодня пятница. В прошлый раз, чуть больше года назад, мы гуляли в воскресенье и никого не встретили. Вот. И подтверждается теория, что в будние дни здесь реально дофига народу. Судя по карте, это холодильная станция кондиционирования. А что-то какие-то у меня тоже предчувствия не очень хорошие. Что это за мешки? Ничего они тут лежат. Ну, фон в норме, в принципе. Грамотно.
Это огнетушители. Не, ну фон здесь в принципе в норме. А вот это недостроена азотно-кислородная станция. Заглянем. Как говорится, в поисках чего-то интересного. Ух, какой ангарчик. Да, ну, кстати, сохран, смотри, какой хороший здесь в целом. По сравнению с тем же 5-м. Третий ангар, в который мы хотим заглянуть, это корпус бытового хозяйства. Может, хоть там будет что-то интересное. Куча каких-то строительных материалов. Там мусор, бытовые отходы, что по радиации. Радиация, в принципе, в норме. Ні, Толік, у нас тільки один варіант. Йдемо по діагоналі. В чем плюс Чернобыльской зоны по сравнению с Байконуром? Там спрятаться особо негде, там меньше охраны, меньше людей в целом, но спрятаться негде. А в зоне, даже если там на тебя сделали засаду или пытаются найти, здесь везде есть где спрятаться. Кстати, если не смотрели большое путешествие по Казахстану, там 9 серий, вот, подсказочка сейчас вылезет, обязательно посмотрите. Крутое путешествие получилось. А вот это рабочее предприятие, которое я с крыши уже показывал. Так огорожено колючкой. Несмотря на то, что я здесь второй раз, но все равно это строение, конечно, завораживает даже во второй раз. И это еще при том, что она недостроенная. Кстати, если кто-то не знает, как работает градирня, постараюсь примерно своими словами объяснить. С атомной электростанции разогретая вода, которая прошла через реактор, которая превратилась в пар, потом обратно в воду, должна была вот по вот этим трубам приходить в градирню с помощью, я не помню, как называется, такие штуковины. Короче, вода должна была выплескиваться вверх, и пока она падает, она должна была на несколько градусов охлаждаться. А там, где я сейчас стою, вот здесь полностью должен был быть большой бассейн. Охлажденная вода с этого бассейна в обычной градирне поступала обратно
на атомную станцию, но в случае Чернобыльской атомной электростанции градирня должна была работать немного по-другому. После того, как вода на несколько градусов охладилась здесь в градирне, она должна была дальше идти в прутохладитель, там еще дополнительно охлаждаться, и потом уже эта охлажденная вода должна была возвращаться на атомную станцию. То есть, почему вообще на третьей очереди решили сделать градирни? Почему их не было на первой, второй и третьей очереди? Потому что для первых 4 реакторов размера пруда охладителя хватало. Его и так еще расширяли от изначального. Но дальше его расширить уже не могли, поэтому решили построить градирни как такое промежуточное звено для охлаждения. Вот туда, на самый верх, есть способ залезть. Есть сталкеры, которые это делали. Но скажу вам честно, если на дугу у меня была мечта залезть, то туда я лезть реально не хочу, потому что вот эти балки деревянные за 35 лет под дождем, под влагой уже давно сгнили. И это реально опасно. Ночлежка. Ну, не самая лучшая, но неплохая. По крайней мере, беспалевная. Ну да. Несмотря на то, что гуляли мы налегке, но такие прогулки тоже отнимают очень много сил, поэтому сейчас сделаем привал на вот этой чудесной, абсолютно не фонящей полянке. Перекусим, а после пойдем на рыбферму. Это интересная локация, в которой я был в первом походе, но, к сожалению, тогда забыл взять с собой с лагеря GoPro-шку и не снял ее. Локация, которая, как и многие предприятия в зоне, имеет 2 жизни: до аварии и после. Но об этом я расскажу уже после еды. Валера, вот ты из-за мозолей не хотел идти на третью очередь. Вот теперь посмотрел основные объекты. Что скажешь? Не зря пошел? Да, такое удовольствие через боль. Сталкер должен страдать. Для того, чтобы он начал наслаждаться, он сначала должен страдать. Именно. Иначе он не почувствует контраста, да? Приправка, блин, томаты с чесночком, по-моему, орегано, то ли базилик, то ли ще якась хрень. Такий супчик. Блин, с таким супчиком можно никуда и не идти. Это да. Обалденная штука. Вот мы, друзья, добрались и до рыбфермы.
Вот это двухэтажное здание, это лабораторно-бытовой комплекс, а рядышком стоит инкубационный цех. Сейчас зайдем в каждое из них и постараюсь рассказать вам то, что мне удалось узнать. Там на втором этаже, насколько я знаю, должны быть документы, которые говорят о том, чем здесь занимались. Кстати, обратите внимание на лестницу, так же как и в бассейне Лазурном в Припяти. Она обшита таким линолеумом, скажем так. Это делалось после аварии, для того, чтобы радиация не оставалась именно на самом бетоне. Видите, все обшито. Это просто книги какие-то. Рок-марафон номер 2. Интересно. Имен исполнителей я не знаю, но это явно не рок-исполнители. Единственное, если вы не считаете рокопоп роком настоящим. Сталкерская ночлежка. Кстати, давайте посмотрим, что здесь у нас по фону. Меньше нормы. 24. Но сталкерская ночлежка здесь не совсем безопасна по той простой причине, что сюда иногда приезжают экскурсии, смотрят градирни, а потом заезжают и сюда. Но вообще место неплохое. Так чисто переночевать. Где-то были документы, я пытаюсь их найти. Пока не вижу. О, я еще помню эту водку. Этим бутылкам уже много лет. Смотрите, какие-то пробы, рыба, еще хрен знает что. Знаменитый французский художник добрался и сюда. Вот какие-то записи. Техника безопасности. Видимо, это инструкция по технике безопасности. И какая-то мастерская. Вот это инкубационный цех. Вот эта рыбферма после аварии занималась исследованием того, можно ли вырастить чистую продукцию в условиях грязной территории, радиационной территории. Вот в этих колбах разводили мальков,
рыбы. А чуть дальше, мы сейчас туда пойдем, разводили саму рыбу. До аварии здесь тоже разводили рыбу, но ее разводили просто для продажи. Она продавалась на рынках в Припяти, в Чернобыле и в других местах. Дело в том, что благодаря тому, что вода с пруда охладителя была теплая и глубина была не очень, водоем был не очень глубокий, здесь были благоприятные условия для разведения речной рыбы. Она быстро росла, хорошо размножалась и, в принципе, пользовалась неким спросом у жителей Припяти, Чернобыля и близлежащих сел. А после аварии рыбферма продолжила свою работу. В здании, которое мы только что посетили, должны были быть документы и записи об этих экспериментах, но я их либо не нашел, либо они куда-то пропали. Но вот это предприятие, эта ферма занималась не только разведением рыбы. Вот здесь, вот в этих вольерах разводили норок. Норок кормили рыбой, которая была выращена в загрязненном пруду охладителей, и потом их убивали и исследовали их органы для того, чтобы понять, как радиация реагирует на внутренние органы. Наверное, шубки с них тоже потом делали, но я думаю, официально только исследовали внутренние органы. А вот в этих емкостях и выращивали, собственно, рыбу. Уже после посещения этого места я вспомнил, что эта лаборатория, которую без преувеличения можно назвать секретной, ведь общественность о ней не знала, работала аж до 2008 года. Насколько важными должны были быть эти исследования, ведь людям пришлось работать в опасных условиях неподалеку от взорванного 4-го энергоблока. И что самое интересное, принесли ли эти исследования плоды? Я думаю, что ответ на этот вопрос мы с вами вряд ли узнаем. Станки. К сожалению, все ангары примерно похожи друг на друга. Разруха, куча загрязненного металла. И все. Вдалеке виднеется еще одно большое здание. И несмотря на усталость, я все-таки хочу зайти посмотреть, что же там.
Тут, кстати, в этом ангаре такой отчетливый запах какого-то курятника или что-то типа того. Вероятно, здесь разводили, может быть, норок, которых я упоминал раньше. Вот это, похоже, была какая-то плавучая штука, которая спускалась на воду. Опа, какой-то погреб. У меня нога провалилась. Оп, еще раз провалилась. Аккуратно нужно здесь быть очень. Очень аккуратно. Судя по всему, просто обычный погреб. Да. То ли недостроенный дом, то ли разрушенный какой-то. А вот вдалеке виднеется пруд-охладитель. И с каждым годом он высыхает все больше. Вот когда-то вода была здесь, а сейчас она аж там. Если кто не в курсе, где-то в 2003 плюс-минус году, точно не помню, решили больше не поддерживать пруд-охладитель. Раньше каждый год в него заливали воду, а потом решили его постепенно осушить. И так как воду закачивать перестали, он постепенно высыхает с каждым годом. Я думаю, лет через 10 от него уже ничего не останется. Вернулся, называется, в лагерь. Вы посмотрите на этих двух спящих красавцев. Дождавшись темноты, мы направились на нашу хату под Припятью. Нам предстояло пройти около 15 километров. Часть трассы довольно оживленная, так что нам пару раз пришлось прятаться от машин, но зато почти полная луна добавляла атмосферы происходящему и освещала нам путь. На повороте к рыжему лесу мы увидели какую-то новую будку, которой еще недавно не было, а чуть дальше открылись отличные виды на арку ЧС. Вдоль рыжего леса недавно полностью заменили асфальт, и напротив факела теперь накидывает не 1000, а всего лишь 170. Ребят, все-таки тепловизор — это читерская штука ночью, особенно в Чернобыльской зоне. Смотрите, это Валера подошел к стеле Припять, видно его просто отчетливо. А это фонарный столб напротив стелы Припять. Отчего он такой теплый? От электричества, которое идет к нему, к камере, или нагрелся на солнце, мы так и не поняли, ведь сама камера была холодной. А вот вам еще несколько кадров с тепловизора, чтобы вы понимали, как это выглядит. Причем эта модель довольно дешевая, стоит всего лишь около $1000. Мне много раз писали после первого похода: зачем ты спалил хату? Ребят, в селе как минимум 500 домов. Оно огромное. Чтобы ее найти, не зная точно где она, нужно как минимум с утра до вечера искать. Мы, даже зная где она точно, в этот раз минут 15 не могли ее найти. Вот, наконец, настал тот час, когда я снова вижу вас. Ой, какой вас? Тебя, конечно же, тебя, хатка любимая. Мы снова видим тебя. Не, нельзя сало. Друзья,
Саня Гагарин, к сожалению, в этот раз с нами пойти не мог по семейным обстоятельствам, но морально он с нами. Саня, привет, знаю, ты смотришь. Он передал нам 2 штучки. Вот эту штучку я уже показывал. А вот эту штучку он попросил открыть, когда мы дойдем до хаты. И никто из нас не знает, что там. Он предлагал мне рассказать, но я отказался, чтобы была какая-то интрига. Вот, как говорится, в прямом эфире. Сейчас посмотрим. Сейчас будет контакт. Снимай поближе. Так, момент истины. О! Я даже держать страшно это. Саня. Да, ой, уже по носу дал, ёпарас. Это. Не, ну, это надо попробовать. Только аккуратно. Это ж какая-то лютая хрень, да? Давай ее Подожди, да, надо чуть попробовать. Я, конечно, острое люблю, но это, похоже, лютая хрень. души взяли. Сейчас я по чуть-чуть маленький кусочек. Ох, блин. Бобр, тебе понравится. Масенький кусочек, примерно как вот этого соуса, вот как мы на бутерброд наливаем, только вот оно хреначит моментально и сильнее. О, приход доходит. О. Надо еще кусочек. Салам будет в самый раз. Мне кажется, в хате стало на 2 градуса. Саня, мы много чего ожидали, но такого точно не ожидали. Это самый лучший подгон. Просто красавчик. Ох, не идет. Так и да. Оно не сразу. Меня сейчас догнало спустя 2 минуты. Скупая мужская слеза полилась. Блин, реально вкусно. Да подожди, сейчас догонит. Мне уже дышать больно. На меня не смотрите. Нет, ты должен это сделать. Не. Давайте вот водку выбросим, пока немного настоится, Да да? ты нахер, водку ты блядь, нельзя. А чего? Валера, По чуть-чуть можно. давай, ты должен это сделать, маленький кусочек. Я потом утром, как извиняюсь, Нормально. за столом. С криками Давай. «Ура за Родину!» Давай маленький кусочек. Не, в принципе, я ожидал. Час. Я джудишь, ну... Часть команды, часть корабля. Давай. Так, этим пальцем глаза не терите. Ну, по-хорошему, да. Ладно, Жека, Да. подожди. Давай уже. Коли все должно быть по шишую. Подожди, что ты задумал? Что ты задумал? Понял. Это типа первый раз на хату пришел, да, значит, понял. Бутерброд. Я понял, так. Ну давай. Огонь, да? Гагарин. Даже Гагарин передал, да? Да. Увижу тебя, передам тебе. Привет. Из космоса, блядь. Полетели! Бля. А перчик-то зашчетный. Да. Шайный Не, подожди, еще нет. Это не еб... е. Там была пара. Это сушеная пара. Да. Это все меняет. А в супчику вони, кстати, по идее, должны размокнуть и такие живи быть. О, у меня второй фриз появился в теле. Я сразу так... Так, догоняет по чуть-чуть. Ты знаешь, когда надо когда ты идешь, замерз, и такой эту хуч, и сразу рубаха парень. О, Да? Согласен? да.
Друзья, вторая серия подходит к концу. Поделитесь в комментариях, как вы считаете, можно ли на загрязненной радиационной территории выращивать чистую продукцию, рыбу или скот? Правильно ли дело правительства СССР, что пыталось проводить такие эксперименты и пыталось это сделать? И как вам в целом локация? Я постарался показать не совсем заезженные места. Надеюсь, вам понравилось. Палец вверх, подписка на канал. Ссылочку тоже можно друзьям скинуть, буду благодарен. Благодарю всех за просмотр. Увидимся в следующей серии.